Некоторые мужчины после визита к урологу слышат диагноз хронический простатит. Давайте разберемся, что это такое и нужно ли это лечить. Простатит – это воспаление предстательной железы. Различают острый и хронический вариант. Если после жалоб на нестабильную эрекцию, снижение либидо или короткий половой акт вы слышите от уролога диагноз хронический абактериальный простатит, то это означает, что с вашей предстательной железой все в порядке и необходимо сменить врача. Предстательная железа – это небольшой орган, приблизительно по размерам и форме напоминает каштан, именно поэтому раньше в учебниках анатомии сравнивали форму предстательной железы с этим плодом. И у предстательной железы есть только две функции. Это мышечная функция и секреторная функция. Благодаря своим мышцам предстательная железа контролирует процесс мочеиспускания, а также участвует в выбросе семенной жидкости, которую она же и производит. Также, кроме этого, предстательная железа вырабатывает некоторые вещества, которые участвуют в иммунных реакциях и в воспалительных процессах. И ни в одной из научных книг вы не найдете указания о том, что предстательная железа каким-то образом влияет на сексуальность мужчины. Именно поэтому при заболеваниях предстательной железы изменение сексуальной функции никогда не будет выходить на первый план, за исключением следующего сочетания симптомов. Частые позывы на мочеиспускание и трудности с ним, боль или дискомфорт в области промежности, который носит постоянный характер, боль, которая возникает во время оргазма. И совокупность этих симптомов приводит к тому, что интерес к сексу существенно снижается, а в некоторых случаях полностью пропадает. Изменение только сексуальной функции при отсутствии специфических симптомов нарушения работы предстательной железы не позволяет делать вывод о наличии хронического простатита или какого-либо другого заболевания, связанного с предстательной железой. Ну и остается закономерный вопрос: как быть, если расстройства нет, а сложности в сексе все-таки присутствуют? В такой ситуации я рекомендую обратиться к врачу-сексологу, с которым вы можете найти оптимальное решение вашей проблемы.